Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых лидов из ВКонтакте из приложения «Форма для сбора заявок» в сервис email рассылок Яндекс.Почта. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме выгружать новые лиды из ВКонтакте в другие системы. Например, вы сможете отправлять эти лиды на свою почту, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных ВКонтакте. На этом этапе вам необходимо указать действие. Если вы хотите получать данные по новым лидам из приложения «Форма для сбора заявок», вам необходимо выбрать действие «Загрузить лиды New». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт ВКонтакте к сервису Apex Drive. На этом этапе вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета ВКонтакте. На этом этапе вам необходимо отметить галочкой группу, которой вы хотите предоставить доступ. Теперь необходимо предоставить разрешение на работу с вашим аккаунтом. После того, как все разрешения и доступы выданы, можно закрыть это окно. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать группу, по которой вы хотите получать новые лиды. Далее необходимо отметить галочками формы, по которым вы хотите получать новые лиды из ВКонтакте. Если вы хотите получать данные сразу по всем формам, выбираем «Подключать все текущие и новые формы автоматически». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших лидов. Если на этом этапе данных нет, вы можете перейти к вашей форме, скопировать на нее ссылку, вставить ее в отдельной вкладке и пройти тестовое заполнение формы. После того, как вы отправили тестовые данные, возвращаемся в сервис Apex Drive и кликаем «Загрузить тестовые данные из ВКонтакте». После того, как тестовые данные по вашей форме появятся на этом этапе, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных ВКонтакте успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Яндекс.Почта. Далее необходимо выбрать действие «Отправить письмо». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Яндекс.Почта к сервису Apex Drive. Этот аккаунт будет использоваться в качестве отправителя. Для начала вам необходимо указать адрес электронной почты. Далее необходимо указать пароль, только это должен быть не ваш пароль от личного кабинета Яндекс.Почта, а должен быть специальный пароль для сторонних приложений. Для того, чтобы его получить, переходим в личный кабинет Яндекс.Почта. Далее необходимо перейти к настройкам. Кликаем «Прочее». Переходим в раздел «Почтовые программы». Далее необходимо включить передачу данных по протоколу IMAP. Далее проверяем, чтобы у нас была включена галочка «Пароли приложений». Сохраняем изменения и переходим в пароли приложений для того, чтобы сгенерировать новый пароль. Далее переходим к управлению аккаунтом. Опускаемся вниз и находим раздел «Пароли и авторизация». Теперь необходимо включить пароли приложений. Далее необходимо создать новый пароль. Тип приложения выбираем «Почта». Далее необходимо указать произвольное название пароля, например, по названию системы, в которую вы планируете передавать данные. Копируем созданный пароль и вставляем его в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля, которые необходимо заполнить для отправки писем
Если вы хотите производить рассылку клиентам, которые оставили свою заявку, то в поле «Кому email» необходимо указать их адрес электронной почты. Для этого кликните в поле и выберите переменную из заявки, в которой содержится email клиента. Если вы хотите производить рассылку себе о поступлении новых лидов, то в поле «Кому email» вам необходимо прописать свой адрес электронной почты вручную. Также необходимо заполнить поля «Тема» и «Тело письма». В тему вы можете прописать данные вручную, а также использовать переменные из выпадающего списка. В тело письма вы можете назначить все необходимые переменные, которые хотите получать по лиду. Для того, чтобы переходить на следующую строку, используйте Enter. После того, как вы назначили все необходимые переменные, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в виде письма при каждом новом лиде из ВКонтакте. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Яндекс.Почта». После успешной отправки переходим в личный кабинет Яндекс.Почта и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Яндекс.Почта успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!